Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовим французский клубничный торт фрезье. Торт очень популярный, поэтому рецептов этого торта очень-очень много. Это один из этих рецептов. Что у нас сегодня будет в составе торта? В основании у нас будет очень нежный вкусный бисквит на горячем молоке. Бисквит получается нежным и влажным и даже не требует пропитки. Крем-муслин, в составе крема заварной крем и сливочное масло. Конечно же, свежая клубника, а украшу торт я ягодным желе. Приготовим! Итак, давайте начнем готовить. Для бисквита нам понадобится 165 грамм муки, 120 грамм молока, 3 средних куриных яйца, 60 грамм сливочного масла, 165 грамм сахара, 6 грамм разрыхлителя для теста, чайная ложка ванильного экстракта либо пакетик ванильного сахара для отдушки теста и буквально щепотка соли. Нагреваем молоко и сливочное масло. Сливочное масло должно распуститься, молоко нагреться до очень горячего, практически до кипения. В муку добавляем соль, разрыхлитель для теста, хорошо размешиваем, а затем просеиваем. Куриные яйца взбиваем с сахаром в легкую воздушную массу. Взбиваем целиком, не разделяя на белки и желтки. А для того, чтобы яичная масса легче взбивалась, куриные яйца должны быть не холодными, не прямо из холодильника. Они должны быть как минимум комнатной температуры, а лучше даже яичную массу слегка подогреть, до слегка теплого. Взбиваем довольно долго, минут 5-7. Взбиваем до такого состояния, когда взбитой яичной массой можно будет рисовать, то есть след от теста, оставленный на поверхности, остается видимым некоторое время. И только после этого вмешиваем в тесто муку с разрыхлителем. Вмешиваем в 2-3 этапа, аккуратными складывающими движениями снизу вверх, то есть так, как мы обычно замешиваем бисквитное тесто. Бисквитную массу пока отставляем. Молоко со сливочным маслом опять нагреваем до кипения. Затем аккуратно в 2-3 приема вводим в бисквитное тесто. В это же время добавляем в тесто и ванильный экстракт. Если вы будете готовить с ванильным сахаром, то его нужно смешать с обычным сахаром. В результате получается вот такое по консистенции бисквитное тесто. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для тортов. Диаметр формы 24 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала. Выливаем бисквитное тесто и ставим в предварительно разогретую до 170-180 градусов Цельсия духовку на 30-40 минут до готовности. Первые 20 минут дверцу духовки не открываем, поскольку бисквит может осесть. Бисквит очень нежный, воздушный, поэтому готовность бисквита я обычно проверяю легким надавливанием пальца на середину. Если палец не проваливается, бисквит готов. И, конечно же, деревянная палочка, воткнутая в центр бисквита, должна выходить чистой, без следов теста. Охлаждаем бисквит прямо в форме, в перевернутом виде. После того, как бисквит полностью остынет, его можно будет вырезать из формы. Снимаем форму. И вот такой у меня получился очень вкусный, нежный, легкий бисквит. Отделяем бумагу, бисквит разрезаем пополам. Разрезать бисквит желательно не ранее, чем через 2-3 часа после выпечки. Для заварной основы крема нам понадобится 5 яичных желтков, 500 грамм молока, 100 грамм сахара, стручок ванили, по 20 грамм кукурузного крахмала и муки. Для плотности я добавлю в крем 8 грамм порошкового желатина. Желатин исключительно по желанию, это опция. Если не хотите добавлять, можете его просто пропустить, ничем заменять не нужно. К желатину добавляем 50 мл холодной воды, размешиваем и оставляем набухнуть.
Молоко переливаем в кастрюльку. Сюда же выкладываем ваниль. Стручок ванили разрезаем, вычищаем семена, ставим на плиту и нагреваем практически до кипения. Сахар смешиваем с кукурузным крахмалом и мукой. Яичные желтки слегка взбиваем. Добавляем мучную смесь и размешиваем до образования однородной массы без комков. Молоко снимаем с плиты, удаляем стручок ванили. При желании можно отцедить и семена, но мне они не мешают, поэтому я их отцеживать не буду. В взбитые желтки постепенно добавляем горячее молоко. Добавляем небольшими порциями, каждый раз хорошо размешивая. Добавляем примерно половину всего подготовленного молока. Выливаем яичную смесь в кастрюлю, размешиваем и идем к плите уваривать. Увариваем на быстром огне при постоянном интенсивном перемешивании. Варим до загустения. Уваривается очень быстро, на все про все, буквально 5-7 минут. Загустевший крем снимаем с огня и сразу же переливаем в отдельную емкость, чтобы остановить процесс варки крема, чтобы крем у нас не переварился. Вот такой он получается красивый, однородный и достаточно густой. Накрываем крем пленкой. Пленку кладем прямо на поверхность крема и оставляем на рабочем столе остыть до комнатной температуры. Для крема-муслина нам понадобится подготовленная ранее заварная основа, 350 грамм сливочного масла. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, не холодное. И желатиновый раствор, если вы будете его использовать. Кстати говоря, если вы будете вводить в крем желатин, то вы можете сократить норму масла. Набухший желатин аккуратно разогреваем, чтобы он полностью растворился. И вмешиваем в заварную основу. И далее будем постепенно добавлять размягченное сливочное масло. Масло добавляем небольшими порциями, каждый раз хорошо промешивая крем миксером. Для удобства масло можно предварительно нарезать на кубики. И еще раз повторю, что масло должно быть комнатной температуры, не холодное. Это один из секретов успешного приготовления крема. В самом конце, когда все сливочное масло будет добавлено, крем еще раз хорошо прорабатываем миксером. Но очень желательно крем не перебить, иначе он может осечься. В результате получается вот такой очень нежный, гладкий, красивый и очень вкусный крем-муслин. Для удобства я переложу крем в кондитерский мешок. Кольцо либо обертываем пищевой пленкой, либо внутрь кольца вставляем ацетатную пленку. Она плотная и, конечно же, с ней собирать торт удобнее. Но если такой пленки нет, подойдет и обычная пищевая. На сервировочную тарелку выкладываем половину коржа и зажимаем в кондитерском кольце. Клубнику моем и обсушиваем. Я взяла для торта 500 грамм клубники. Если вы возьмете клубники больше, скажем, 700 грамм или даже килограмм, то торт получится еще вкуснее. Самые красивые ровные клубнички разрезаем вдоль пополам. Очень желательно, чтобы клубничка была одинаковая по размеру, плотная и красивая в разрезе, чтобы в центре не было пустоты. И вот таким образом выкладываем половинки клубнички по периметру коржа. Между клубничками оставляем небольшое расстояние. Сначала кремом заполняем пространство между клубничками. Следующим этапом мы закрываем кремом саму ягоду клубники. И уплотняем крем спатулой, для того, чтобы крем полностью заполнил пространство между клубничками. Заполняем кремом корж, разравниваем. Сверху выкладываем часть клубники. Клубнику можно мелко порезать, нарезать на четвертинки, на половинки, выложить в целом виде, все на ваше усмотрение. Сверху еще слой крема, еще клубнику. И так до тех пор, пока мы не выложим в форму всю подготовленную клубнику. Небольшое количество клубники, конечно же, оставьте для украшения торта. И небольшое количество крема нужно также оставить для того, чтобы нам смазать верхний корж. Сверху выкладываем вторую половину коржа, выравниваем, уплотняем, промазываем кремом и убираем торт в холодильник, чтобы он хорошо охладился.
Я обычно готовлю торт с вечера и оставляю в холодильнике на целую ночь. Но будет вполне достаточно 2-3 часов. Достаем торт из холодильника, снимаем форму, снимаем пленку. Как правило, верхний корж торта покрывается марципановой массой. Готовая марципановая масса раскатывается, вырезается корж по размеру верхнего коржа и выкладывается сверху. Но у меня марципановой массы нет, поэтому я сверху торт украшу ягодным желе. Нам понадобится примерно 200 мл желе. Желе вы можете приготовить по вашему любимому рецепту. Я взяла готовые из пакетиков. Сверху вылила желатиновый раствор и в таком виде убрала торт в холодильник до полного застывания желе. Аккуратно снимаем форму, снимаем пленку и украшаем торт отложенными ягодами клубники. А для того, чтобы клубника выглядела красивее, не заветрилась, я каждую ягоду клубники обмакнула в крепком желатиновом растворе. Это у меня готовое прозрачное желе для торта. И наш торт готов. Перед подачей торту нужно дать минут 15-20 согреться. Поскольку в составе крема есть сливочное масло, и если подать его в холодном виде сразу из холодильника, то крем будет немножко грубоват-плотноват. А когда он слегка согреется, он станет нежным, легким и очень-очень вкусным. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.